Здорово, бандиты. Это я, Давидыч. И сегодня я хотел бы признаться кое в чем. Я считаю, что не очень правильно, но очень сложно, когда ты видишь новый 22263, ты в него садишься, едешь, он начинает напирать, ты кайфуешь от того, что он начинает напирать. Ты кричишь: «А, круто!» Блять, начинаешь там прыгать в потоке. Ты понимаешь, что это 63-й. Ты понимаешь, что на него дрочит вообще весь мир. И его еще ни у кого нет, а ты уже на нем наваливаешь. Это, конечно, круто. Это, конечно, прикольно. Но я себе не могу простить такие вещи, когда я, короче, что-то говорю, да, а потом происходит что-то наоборот. Или, например, что я передумал, в чем-то. То есть, что-то я переосмыслил. И я считаю, что я обязательно должен об этом сказать. Сейчас я не смотрю на 222 кузов как на что-то такое там сверхъестественное. Но спустя какое-то время, когда мои эмоции успокоились, и я посмотрел на 63-й по-другому, я решил все-таки показать более детально его минусы, показать те вещи, с которыми я не согласен за эти бабки. Но, наверное, потихонечку буду красться к автомобилю. Так вот, сегодня у меня в тесте будет 222 кузов, 63-й AMG, необычный. Это Брабус, 750 лошадиных сил. Вот оно. Что такое Брабус? Брабус вы можете купить сразу, готовый. Пришли и купили тачку. Но вы можете его сделать, как сделал владелец этой тачки. Что он сделал? Он купил 63-й AMG, сделал впуск, выпуск, обвес, даунпайп и непосредственно прописал блок управления мотором. По конкретно этой машине есть претензии по, например, фаре. Как фара, которая стоит больше, чем 200 тысяч рублей, может вообще вот так жестко запотеть? Посмотрите, что с ней происходит. Она просто тупо запотела. Это человек, который отдал нереальное количество денег за машину, и у него вот такое происходит. Как это возможно? Я не понимаю. Салон. Вот, если вы посмотрите внимательно на салон, на эту черную окантовку, то по этой черной окантовке можно понять, насколько тут все криво и жопно сделано. Во-первых, она вся кривая, блядь, просто. Во-вторых, если ты вот сюда в глубину посмотришь, макро, блядь, там порвана кожа, блядь. В-третьих, видишь вот эту такую складку? Вот если ты вот сюда посмотришь, с этой стороны, то ее нет. Причем это оригинальный салон, это не самопал, это сделали на заводе Мерседеса, это оригинальный мерседесовский салон. Кривота. И причем это не единственная машина. Вы можете посмотреть все 63-й, вы можете посмотреть 5-литровую, везде как бы сделано так все, через хер знает что. Значит, сама кожа, да, она мягкая, да, она приятная, но даже человек с небольшим весом, который использует эту машину каждый день, убьет эту кожу просто в слюне. Вот просто убьет ее. Она убивается очень быстро.
Я понимаю, что с каждым годом идет Евро-1, Евро-2, Евро-6, уже Евро-7, скоро будет Евро-15. И с каждым годом это все ужимается. Я понимаю, что нас ведут к тому, чтобы мы тачки покупали как айфоны, да, чтобы мы покупали херь, которая нам в принципе, не нужна. Но что же делать людям, которые дико любят тачки? Что же делать людям, которые кайфуют от этих тачек? Да ничего. Точно так же попадать на бабосы, покупать эти тачки. Кто-то сам будет доделать что-то, кто-то нет. И все равно будет рулить, конечно, олдскул. Будут рулить старые тачки, на которых будет стоять компрессоры и турбины. Но новые стоят необоснованно дорого. Смотрите, эта машина стоила примерно 13 миллионов рублей, 13-14, когда курс был, евро стоил 44. Сегодня евро стоит почти 75. Вы можете себе представить? Это почти 40%, 45% в гору. То есть, по идее, исходя из законов математики, эта машина должна стоить больше, чем 20 миллионов рублей. Я думаю, что на сегодняшний день эту машину либо вообще невыгодно везти в Россию при таком курсе и продавать, либо нужно быть полным безумцем, чтобы отдать за эту машину больше 20 миллионов рублей. Я вообще не понимаю, как это может происходить. Абсолютно точно, я вам гарантирую, что через несколько лет на этих тачках будут ездить какие-нибудь наркоманы во дворах, бомбить денег на бензин и кайфовать от жизни по-своему. Как это сейчас делают всякие засранцы на убитых 140-х и на убитых мощных старых тачках. Что касается обвеса, здесь очень красивый обвес передний. Мне эта машина все равно нравится. Мне очень нравятся ярко выраженные воздухозаборники спереди. Мне очень нравится, пусть кто-то это скажет, что это колхоз, но мне очень нравятся карбоновые дефлекторы, которые стоят на передних крыльях, мне нравятся карбоновые накладки, которые идут вдоль порога, и мне нравится задний диффузор на карбоновом заднем бампере. Если мы посмотрим на мотор сверху, то мы увидим красивую, замечательную крышку и карбоновый впуск. Значит, если мы откроем багажник сзади, посмотрим, здесь очень удобно, кстати, сделано. Владелец говорит, зачем мне тут холодильник, который можно отстегнуть, и убрать. Я говорю, это, наверное, удобно. Я, например, ехал далеко, и мне было очень удобно. Мне было бы очень удобно, если бы я холодильник мог отключить, и убрать. В Мерседесе это продумано, это фишка есть. В BMW, например, такой фишки нет. Компания Brabus, кстати, наклеила наклеечку на этот капот изнутри, где она лишний раз подтверждает, что оригинальное масло говно, и заливает в этот мотор масло матюль. Основная проблема в том, что эти машины не проехали огромный километраж. Еще нету этих машин с пробегом 150-200 тысяч километров. Нету. Но, несмотря на то, что эти машины новые, эти машины уже начали сыпаться. Вы считаете, что замена передних стоек амортизаторов в 2000 километров — это нормально? У меня X5M прошел 160 тысяч километров, и передние стойки еще не погибли. Смотрите, да, получается, фары раз, претензия, кожа, прострочка и кривизна 2, амортизаторы 3, качество материала, который называется алькантара, идет на крыше 4. 4 основные претензии. Это то, что можно сказать сейчас, успокоившись, посмотреть на автомобиль и спокойным духом это рассказать. А завтра с утра мы с вами на нем покатаемся, и я уже в спокойном состоянии расскажу вам, что я про него думаю за рулем.
хочу сказать сразу, что в Батуми нету большого количества каких-то хороших спортивных дорог, где вы можете погонять. Но здесь есть достаточно хорошие прямики, где можно покататься. Сейчас у меня машина стоит на спортивном режиме, спортивная подвеска и спортивный режим работы двигателя. И если мы с вами начнем прыгать из стороны в сторону, даже на маленькой скорости, эта машина ведет себя как селедка. Вот просто она как была селедкой, так и осталась. Как вел себя 221, как вели себя семерка BMW, все ведут себя абсолютно одинаково. Проходите, милые барышни, проходите. Максимум, кого можно цепануть в Грузии на этой тачке, это вот этих девочек. Девушка, телефончик не подскажете? Девушка, пожалуйста, может быть, вечером сходим, кофе попьем. А вот брюнетка неплохая. Девушка, извините, пожалуйста, не знаете, как доехать до Москвы? Вообще не интересно. Это я еду задом. Новая тачка. Экологические колодки, мать их так. Говно, блин. Говнище. Если я нажимаю наверх, держу 2 секунды, через 2 секунды будет звук и изменится звук выхлопа. Нажимаю. Поменялся звук. Если я хочу изменить звук на более тихий тембр, опять же нажимаю и жду. Все, видите, звук тише стал. Вот уже в начале. То есть я в начале даю. Вот это вот, блядь, он делает. Я хочу, я могу. Вот S-купе делает, блядь, точно так же. Точно так же, смотри. Все, я уже не хочу, я передумал уже. Просто вот услышьте, смотрите на пейзаж за окном. Давайте возьмем вот эту, например, вот этот куст за точку, да? Вы видите? Я сейчас нажму на газ так, чтобы вы услышали этот звук. Я хочу, чтобы вы по секундам поняли, сколько Мерседес думает, надо ему ехать или нет. Готовы? Прикинь, сколько потери. Смотри. Спорт-режим по коробке, спорт-режим по мотору, спорт-режим по подвеске. Еще раз. Вот сейчас я вот сюда подъеду. Готов? Смотри. Ехать, не ехать, ехать, не ехать, ехать, не ехать. Ехать, блядь! Она уже плавает сразу, хотя машина стоит на 22-х колесах. 22-е колеса у машины. На этой машине уже поменяли передние амортизаторы. Они сдохли. Количество электроники, которая есть в этом автомобиле, шкалит все существующие пределы вообще. Поэтому, когда она начнет сходить с ума, эти машины будут огромной головной болью. В том числе это показатель к тому, чтобы машина максимально быстро потеряла свою стоимость. То есть эти тачки будут очень быстро терять стоимость. Но меня заверили, что 65-й Mercedes, если эта тачка сделана на базе 63-го, то якобы 65-й Mercedes вообще замечательно себя ведет, взбитый, четкий, плотный, круто стоит на дороге. Ну, я даже не знаю, что сказать. Но нету ощущения того, что это какая-то прям супер спортивная машина. Сейчас мы развернемся. Пам! Чихнула.
Просто как... Давайте поедем на 22-х колесах по круговому движению. Хороший номер у грузина, нет? Просто. То есть получается, что если я включаю спортивную подвеску, спортивный мотор и спортивную работу коробки передач, у меня никакого там спорта нету. На этой машине 22-е колеса, но даже это не может помешать Мерседесу быть комфортным. Ну, по крайней мере, сам ход. Вот сейчас у меня включен комфорт. Мы сейчас едем по брусчатке. Комфортно. Но ничем не хуже, чем у BMW. Абсолютно точно вам скажу. Вообще не хуже. А может быть даже у BMW где-то и лучше. Мониторы, знаете, многие, кто смотрит себе такой автомобиль, вы смотрите на мониторы и такие: вау, какие мониторы, вау! Парни, через 3 дня после того, как вы покатаетесь на этой тачке, вы на эти мониторы обращать внимание не будете вообще. Того, что тут 750 лошадиных сил, я не скажу. Блять, но он едет. Но он не едет на 700 сил. Я 700 сил здесь не чувствую. У меня к этой тачке претензий по качеству. У меня к этой тачке нет претензий по внешнему виду. Мне внешне он нравится. Меня ничего не бесит в салоне. Прям нет такого, что меня прям вау, бесит. Прикольно, стильненько все. Но, блядь, шов могли ровно сделать? Фара потеет. И вот когда видишь, что потеет фара, дальше думаешь, а может быть блок управления мотора также будет потеть. А может быть блок управления коробки также будет потеть. А может эта коробка развалится нахрен вся через неделю. И вот тут ты начинаешь уже переживать. Бидё, что ты? И, кстати, говорят, что 65-я машина так себя идиотски не ведет. О, Москва область. Какой-то там не русский пацан сидит. Давай, блядь. Давай еще. 140 всего лишь. Нормально? Ну, то есть, реально всю улицу, сука, окна прямо от сам 140. Какое отличие у нас идет Брабус, не Брабус. Задний спойлер раз, значок 2, надпись Брабус 3, задний элерон, юбка нижняя карбоновая с диодным фонарем противотуманных фар, выхлоп Брабус. На боковой порог идет такая карбоновая накладочка. Симпатично выглядит, но как бы первое, о чем ты думаешь, это как бы ее не задеть. Карбоновая накладочка здесь. Причем, как вы понимаете, карбон здесь уже вообще никакой роли для облегчения не играет. Этой жирной тачке насрать. Это сделали бы из титана или из чугуна. Она бы все равно ехала ровно так же. На переднем крыле накладка карбоновая. Ну и, соответственно, накладки на передний бампер.
Колеса здесь идут Воссен 22 ковка. Нормальные такие колеса, только не для наших дорог. И, кстати, даже не для грузинских, только для батумских. Ну или в районе там Садового кольца где-нибудь полазить аккуратненько и все. И меня все же бесит. Посмотрите на тормоза. Посмотрите, какое огромное колесо, какая огромная машина. И какие маленькие тормозюленькие. А? Такие. Неужели вам в Мерседесе не стыдно? Послушайте, ну, я, конечно, ну, честно говоря, понимаю, что заговор абсолютно точно есть. Я вам могу даже доказать. Ребят, вы когда-нибудь слышали, чтобы семерка BMW вышла в один и тот же день или в один и тот же месяц, например, с Мерседесом, с S-классом, или, например, с компанией Audi? Хоть раз когда-нибудь вы слышали? Вы что думаете, что они там дураки сидят втроем? Они реально все секут, они просто делят. Говорят, слушай, давай так. Есть у них, видимо, какая-то схема внутренняя, абсолютно точно. То, что сговор есть, это 100%. Выходит новая технология, ну, например, ночное видение. Но вы что думаете, они взяли эту технологию, скинулись по бабосу, сделали втроем. Говорят, давай на Mercedes, на S-класс, ночное видение, на BMW и, соответственно, Audi. Так, кто сколько бабосов дает? Ага, Mercedes дает там 70% или там 60% от стоимости разработок и реализации. BMW дает, я не знаю, 30%, Audi дает 10%. Значит, первый получает Mercedes, ночное видение, второй получают BMW, а третий получает Audi. Мы, в принципе, так и видим, так это на тачках и происходит. Почему они не презентуют? Почему пятерка BMW сразу не появляется с Mercedes, с Ешкой? Или, например, с Audi A6? Да потому что там все вообще расписано, просто все. А-класс, S-класс, М, МЛ, все уже поделено. То есть BMW запустили М5, F10. Все, ребят, у вас есть время, давайте пиарьте. Что нам смысл? Мы платим такой бабос за рекламу по всему миру, просто миллиарды просто тратят на рекламу того или иного автомобиля. Смысл, если Mercedes будет это делать, и BMW это будет делать, они будут делать одинаково это по одному и тому же, там, ну, по сути, автомобилю в одном классе. Нет смысла вообще. Они это не делают, это четкий сговор. То есть они делают, говорят, так, М5 F10 запустили, все, даем вам, короче, 1,5 года, давайте дубасьте. Дальше Ешка выходит. Выходит Ешка, все, давай все Ешку растерзали. Все пошли, купили Ешку. Дальше там идет РС. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Все расписано, везде все схвачено. В мире автомобилей, как в Кутаисе, жулики все поделили уже. Абсолютно точно вам говорю. Но, блин, ну жалко, знаете, я бы прям с удовольствием как-нибудь взял и запретил покупать Мерседеса. Ну вот за то, что они делают. Ну как может у такой машины ломаться так все налево и направо? Ну бред же. Ну давайте расскажите мне про технологии. Давайте расскажите мне 140-й Мерседес. Что ты про него рассказываешь? Это старая машина. Идите нахуй. Там подвеска точно такая же, как здесь. Да, здесь чуть-чуть другие поумнее амортизаторы. Все то же самое. Рычаги, косточки, сайлентблоки. Все как было много-много лет назад. Все точно так же и сегодня в этих тачках. Только стоят они вообще других бабок. У этой машины фары стоят сейчас как 140-й 5-литровый. Ну бред. По 200 штук. За 400 тысяч можно полуурытый 140-й кабан взять вообще легко и кататься. Ну вот такой. Какой-то такой тест-драйв от Давидыча. Давайте. Люблю вас, бандиты. Лайки, блядь, ставьте.